Дэния. Это персонаж, который одновременно играет сразу в двух архетипах. Fusion Burst и Tune Strain команды. И именно благодаря этому она ощущается не как обычный саппорт под один конкретный сетап, а как полноценный гибрид баффера, саб-ДД и драйвера всей ротации. В зависимости от выбранного резонанса режима, Дэния может либо сосредоточиться на помощи Fusion Burst урона и усилить весь урон команды, либо стать специализированным бустером для Tune Strain гиперкэри команд. При этом она в обоих режимах не просто раздает бафы, а еще и сама наносит очень серьезный урон. Быстро прокручивает ротации и постоянно помогает команде вне поля боя. Но главная причина, почему Дэния выглядит настолько хорошо, ее универсальность внутри своей специализации. Она постоянно поддерживает Fusion Burst или Tune Strain, стягивает врагов даже вне поля боя, ускоряет темп всей команды и при этом усиливает как АОЕ, так и урон по одной цели. Особенно хорошо это чувствуется в текущей мете, где Fusion Burst команды во главе с Эмис уже сейчас считается одним из сильных вариантов архетипов. Выбор оружия. Сигнатурное оружие Forged Dwarf Star. Она дает высокий процент атаки, мощный баф резонанс урона и дополнительно усиливает команду после наложения Fusion Burst или Tune Strain. А поскольку большая часть урона Дэнни завязана именно на ее высвобождение и постоянном применении негативных статусов, оружие идеально вписывается в ее ротацию и практически всегда работает на максимальной эффективности. Особенно сильная сигнатурка раскрывается с Fusion Burst командами, где Дэния постоянно поддерживает статус на врагах и одновременно бафает основного ДД. Лучшие альтернативы. String Master. Лучший несигнатурный вариант для Дэнии. Причина очень проста. Дэния часто наносит урон вне поля боя, быстро обновляет стаки и идеально поддерживает пассивку оружия. В результате Sting Master дает стабильную атаку, баф, универсальный бонус урона и очень сильный личный прирост урона. Во многих ротациях разница между сигнатуркой и String Master оказывается не такой огромной, как может показаться. Lethal Elegy. Это оружие, как бы сказать, временно хорошее, потому что Дэния использует именно высвобождение резонанса, а это оружие бафает скилл урон и эхо урон. И так как она больше как саппорт, а не как ДД, потому ей это оружие только как временная замена нужна. Cosmic Ripples. Неплохой универсальный ректифер, который дает восстановление энергии, дополнительный бонус базовых атак и более комфортную ротацию. Но у оружия нет сильных бафов именно под умения Дэнии, поэтому оно больше выступает как стабильный, но не лучший вариант. Аугмент. Один из лучших 4-звездочных вариантов из Battle Pass. Дает атаку после высвобождения резонанса. Отлично вписывается в стандартную ротацию Дэнии. И при этом остается очень стабильным оружием без сложных условий. Если нет топовых 5-звездочных вариантов, Аугмент будет одним из самых комфортных решений. И фри-то-плей вариант Вальс in Masquerade. Для фри-то-плей игроков Вальс in Masquerade выглядит очень достойно. Это крафтовый ректифер, который увеличивает атаку при нанесении негативного статуса. Легко активируется в Fusion Burst командах. И достаточно стабильно работает на Дэнии благодаря ее постоянному наложению негативных статусов. Да, по урону он заметно слабее премиальных вариантов, но как полностью бесплатное оружие, это очень хороший выбор, особенно на старте. Эхо-сеты и характеристики. У Дэнии есть сразу два полноценных архетипа, поэтому и эхо-сеты для нее отличаются в зависимости от того, играете вы через Fusion Burst или через Tune Strain. Но вне зависимости от режима, сама логика сборки остается одинаковой. Дэния хочет высокие криты, стабильное восстановление энергии и максимально высокий показатель высвобождения резонанса. Бонуса, естественно. Именно через высвобождение резонанса строится почти весь ее основной урон. Бафы и off-field урон. Fusion Burst команда. Лучший сет Chromatic Foam. Для Fusion Burst команд Chromatic Foam сейчас считается ее лучшим и самым универсальным набором. Почему именно он?
Усиливает Fusion урон, бафает Fusion Burst, отлично работает с ее постоянным наложением статусов и дополнительно усиливает следующего персонажа после аутро скилла. По сути, сет буквально создан под весь набор умений Дэнни. Основное эхо Reminiscence Дэнни. Лучший основной вариант. Он идеально синергирует с ее ротацией, усиливает высвобождение урона и помогает Дэнни наносить больше урона. Tune Strain сборка с Морни в команде. Лучший сет Pact of Neolite Leap. Если вы играете через Tune Strain команды вместе с Морни, то лучшим вариантом становится Pact of Neolite Leap. Причина очень проста. Сет дает огромный бонус атаки следующему персонажу, отлично усиливает гиперкэрри стиль и позволяет быстро разгонять основной ДПС команды. Особенно сильно это ощущается в коротких ротациях и бурст окнах, где весь урон концентрируется в одном персонаже. Основное эхо Хиватия. Лучший эхо для Tune Strain плюс Морни в команде. Он хорошо поддерживает ротацию, помогает быстрее реализовать бафы и идеально вписывается в темп Tune команд. Tune Strain команда без Морни. Альтернативный сет Reel of Splice Memory. Если у вас нет Морни, тогда лучшим вариантом становится Reel of Splice Memory. Этот набор усиливает Tune Brick, увеличивает общий урон Tune Strain механик и помогает компенсировать отсутствие дополнительного тюна персонажа в команде. При этом сет раскрывается лучше именно в длинных боях с боссами, где у вас есть время полностью разогнать стаки и тюн эффект. Основное эхо Void Wing Moss. Лучший вариант. Помогает поддерживать тюн эффекты, хорошо работает в длинных ротациях и усиливает стабильность всей сборки. Что лучше, Pact of Neolite Leap или Reel of Splice Memories? Pact of Neolite Leap лучше подходит, если у вас есть Морни. Команда строится вокруг одного гиперкэрри. Нужен быстрый бурст урон. Важные короткие ротации. Сет концентрирует почти все бафы в основном ДПС, поэтому команда начинает наносить урон намного быстрее. Reel of Splice Memory лучше подходит, если Морни отсутствует. Бой длинный. Команда сильнее зависит от тюнбрика. Нужен более высокий общий потенциал урона. Этот сет медленнее разгоняется, но в затяжных боях способен показывать даже более высокие итоговые ДПС. Основные характеристики. В четверку мы выбираем крит шанс или крит урон, в зависимости от того, чего меньше или что вам больше всего нужно. В обе тройки бонус фьюджена урона, естественно. И в единичку от процента атаки, тут несложно. Приоритет сабстатов. Крит урон, крит шанс и восстановление энергии и высвобождение резонанса в первую очередь. И плюс еще процентная атака. Ну, а там уже по возможности, если выпадет атака беспроцентная, лишним не будет в любом случае. Сколько нужно энергии? Оптимальная точка для Дэнни около 120% энергии восстановления. То есть отсюда уже, если больше, то в любом случае лишним не окажется это. Этого достаточно, чтобы стабильно прожимать ульту каждую ротацию, не ломать цикл команды и поддерживать постоянный офф-филд урон и бафы. После этого уже можно максимально вкладываться в криты и в высвобождение резонанса. Цепь резонанса, дюпы, созвездия, или как вам удобнее называть их. Сразу стоит сказать, Дэнни очень сильна уже на S0. Ее основной набор умений полностью работает без дюпов, поэтому персонаж не ощущается неполноценным без дополнительных дюпов. S1 лучший первый дюп. S1 выглядит самым комфортным и универсальным апгрейдом для большинства игроков. Что дает? Плюс 30 крит урона, невосприимчивость к прерыванию и дополнительный Entropy Shift эффект для обеих форм. Главный плюс S1 ротация становится намного стабильнее и комфортнее. Дэнни меньше страдает от сбивания, проще держит темп боя и получает хороший прирост личного урона. Это не сломанный дюб, но он облегчает жизнь и увеличивает урон Дэнни. S2. Первый серьезный дюб, который увеличивает серьезно урон Дэнни. Вот здесь Дэнни уже начинает заметно разгоняться в уроне. В бурст режиме S2 дает команде 50% фьюджен бонуса урона. Позволяет Дэнни игнорировать фьюджен резисты врагов и сильно увеличивает общий урон команды. Особенно хорошо это работает в гиперкэрри фьюджен бурст сетапах.
В Tune Strain режиме увеличивает Tune Brick Boost, повышает Off Tune Level, то есть уровень, и заметно усиливает Tune архетипы. По сути, именно с S2 Дэнни начинает ощущаться как полноценный премиум для обеих механик. S3. Огромный прирост личного ДПС. Он сильно увеличивает брейкдаун формы высвобождения, ускоряет генерацию ресурсов, уменьшает задержку ротации и дает огромный буст личного урона. Плюс появляется дополнительная синергия с Dark Core механикой, благодаря чему Дэнни начинает наносить действительно безумный урон. S4. На фоне остальных S4 выглядит довольно скромно. Он лишь уменьшает интервал атаки поля эрозии. S5. Чистый урон. Очень простой, но сильный дюб. 100% урона StarCraft формулы. Это просто огромный множитель личного ДПС без изменения геймплея. S6 абсолютный максимум. S6 полностью ломает баланс персонажа, что получает Дэнни в данном случае. Плюс 60% атаки, плюс 60% фьюджн бонуса урона. Огромный дополнительный фьюджн бурст урон. Еще больше сильного тюнстрейна. И практически постоянное доминирование вне поля боя. После S6 Дэнни превращается уже не просто в саппорта или саб-ДД, а в одного из самых сильных гибридных персонажей в игре. Особенно абсурдно это выглядит в Fusion Burst командах, где она начинает наносить колоссальный off-field урон практически без пауз. Лучшие команды для Дэнни. Главная особенность Дэнни в том, что она не является универсальным, ставь в любую команду саппортом. Она максимально раскрывается именно в архетипах Fusion Burst, Tune Strain и Mono Fusion. И именно там она показывает действительно топовый уровень эффективности. Лучшая команда Fusion Burst. Эймис плюс Дэнни плюс Чиса. Роль. Эймис основная ДД, Дэнни саб ДПС и баффер. Ну и Чиса саппорт полный. Это сильнейшая и самая стабильная команда для Дэнни на данный момент. Почему она настолько сильна? Дэнни постоянно накладывает Fusion Burst. Эймис идеально использует стаки и бафы. Чиса увеличивает лимит негативных статусов, снижая защиту врагов. И дополнительно поддерживает команду хилом. В итоге команда очень быстро разгоняется, отлично работает и в АОЕ, и в единичных случаях. Точнее, в сражениях с одним врагом. И практически не теряет темп между ротациями. Особенно важно, что и Эймис, и Дэнни должны быть в Fusion Burst режиме. Tune Strain команда. Люк Херсен плюс Дэнни и плюс Морни. Люк у нас тут основной ДД, Дэнни саб ДПС баффер, как и раньше, и Морни саппорт. Вторая топовая команда Дэнни, Tune Strain архетипа. Здесь Дэнни поддерживает Tune Strain, ускоряет Tune Brick, усиливает амплификацию всего урона и помогает Люку наносить огромный бурст урон. При этом сама механика Tune Strain особенно сильна, когда сразу на несколько персонажей взаимодействуют с системой тюна. Почему эта команда настолько хороша? Морни ускоряет тюн механику, поддерживая хай синтони и помогает команде быстрее разгоняться. Дэнни дает тюн брик буст, поддерживает постоянное давление вне поля боя и усиливает весь урон команды. Люк в данном случае основной ДД, он использует все набранные бафы и дебафы команды и наносит урон. И Mono Fusion вариант команды. Основной ДПС любой пира. Плюс Дэнни, плюс Люпа. В идеале Люпа, естественно, желательно, чтобы она у вас была. И Морни. Дэнни также отлично работает с Mono Fusion архетипами. Лучшие мейн ДПС или Гальбренна, или Бранд, или Чан-Ли, Энкор или Чисия. Почему это работает? В Fusion Burst моде Дэнни дает Fusion бонус урона. Поддерживает Fusion Burst и усиливает общий ДПС. И очень хорошо скалируется в Mono Fusion сетапах. Лучший саппорт, как я и говорил, это будет Лупа. По сути, она раскрывает полностью этот тип команд. И альтернативная команда, тут любой ДД, плюс Дэнни, плюс любой саппорт. Технически Дэнни может играть и в более универсальных командах. Подходящие саппорты: Лупа, Морни, Шоркипер, Булин, Байжу или Юху. Но здесь важно понимать, Дэнни все еще остается персонажем, сильно завязанным именно на фьюджине и Tune Strain механике. Да, в Tune Strain моде она дает амплификацию всего урона.
всех видов урона. Tune Brick Boost и дополнительные возможности. Ну, то есть стягивайте врагов и все тому подобное. То есть дает полезные бонусы для команды. Но в обычных командах ее эффективность уже заметно ниже, чем в специализированных архетипах. И теперь геймплей Дэнни. Перед тем, как показать геймплей, я хочу вот немножко рассказать про ее форты. У ее форты есть полоска форты, которая заполняется обычными атаками. Но тратится она уже, когда находится во второй форме. И нужна она для того, чтобы увеличить урон ее базовых атак. И под ее форты есть такие 3 ромбика, темные ядра. Они нужны, чтобы увеличить урон ее элементального, ее умения. Второй фазы ее умения увеличить урон. И когда она переходит во вторую фазу, сейчас я покажу. Вот сейчас она перейдет во вторую фазу. Вот. Нажимаем ульту, это первая ульта ее. Она становится такой темной формой своей. В этой темной форме, видите, белая полоска загружается. Когда эта полоска загрузится, у нее будет активировано еще одно ядро. То есть каждые 12 секунд у нее заполняются ядра во второй форме. И, как видите, посреди форта есть такой человечек. Когда этот человечек заполнен, он заполняется обычными атаками и при использовании ее умения. Когда этот человечек заполняется, она может использовать свою вторую ульту. Эта ульта, по сути, бафает или дебафает врагов в зависимости от формы, которую вы выбрали. Если это под бурст, то это она будет усиливать персонажей в наносении фьюджен урона. Если под стрейн, то для стрейна будут бафы и дебафы. Плюс эта штука еще стягивает врагов. То есть проще контролировать поле боя. Особенно вот Эмис, чтобы наносить массовый урон по целям. То есть враги не будут разбегаться в разные стороны, и их будет легче догнать. И теперь сейчас я вам покажу уже, как ей играть. Только надо кого-то найти посерьезней. Прямо вот на саму Дэнию и пойдем сейчас. Я покажу вот команду Эмис, Дэния и Чиса. Потому что у меня люка нету. Но геймплей у них там идентичный, одинаковый. Там ничего корня отличающегося нету. То есть у нее геймплей не меняется из-за того, что команда у нее разная. Вот у меня Эмис, Дэния и Чиса. Бой мы начинаем с Чисы. Или кто у вас там есть на замене. Ну, Чису вообще сложно заменить, потому что она просто идеальная в этой команде. Дот команде. Начинаем мы с Чисы. Используем ее ульту. Используем умение, когда форты заполнено. И теперь переходим на Дэнию. У Дэнии уже, как видите, 3 ядра есть. Эти ядра, у нее 2 сходу, то есть когда бой начинается. И еще одно ей сразу дается, если использовать ее интро. Как только мы вошли, вот как мы в бой уже вступили, Дэнни, через интро, нам нужно обычными атаками собрать ее форты. После этого нажимаем умение, скилл ее, для того, чтобы собрать мелких врагов. И в этом случае у вас уже должна была готова ульта. Используем ее, чтобы перейти во вторую форму. Здесь наша цель заполнить вот этого человечка, который у нее на форты. Этот человечек заполняется обычными атаками, если все они попали по цели, и при использовании скилла. Как видите, человечек заполнился, и вторая ульта готова. Мы ее жмякаем, нажимаем ее эхо и переключаемся на Эмис. И тут уже все легко. Тут используем умение Эмис, то есть как геймплейно там Эмис играется, а вот так мы и играем, в общем-то. Тут никакого секрета. И все. И у него, собственно, геймплей не меняется вообще никак. Без разницы, играйте в какой форме у Дэнни. Единственное, что просто меняется сет. Какой сет вы ей поставили или выбрали. Это только меняется. И вроде бы все. Единственное, что еще я забыл упомянуть, когда она переходит во вторую форму, у нее сила атаки на 30% увеличивается. То есть она во второй форме, она
более ДДшная. Ну, несопоставимо, конечно, со всеми основными ДД, но она способна урон наносить. Например, как та же... Сейчас. Здесь ненавижу, когда на боссах нельзя посмотреть статы персонажей. Когда вот с боссом сражаешься или подземелья фармишь, нельзя посмотреть, какие статы у тебя сейчас в данном моменте. Это раздражает. То есть ее можно, наверное, сопоставить как саппорт, можно сопоставить или вот с Кантареллой, которая тоже способна урон наносить. На C0, потому что у меня большинство персонажей C0. Ну, с Чакона я не знаю, может быть, она примерно как Чакона наносит урон. У меня Чакона тоже C0 со стандартным оружием. Чиса у меня сильная, потому что Чиса она плюс-минус нормально у меня урон наносит, но... В общем-то, Дэня во второй форме, она более ДДшная. То есть первая форма ей нужна, чтобы подготовиться, а во второй форме она растрачивает все свои ресурсы, наносит какой-никакой урон и бафает команду. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если понравилось. Посмотрите другие видео на канале. И подписывайтесь, если не подписаны.